Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, где мы говорим об АСБ. 5 сентября в Петербурге прошел турнир Кубок Александра Невского. Это регулярное мероприятие, и обычно он является турниром для команд первой лиги российского чемпионата по боям 5 на 5. Турниром, где новые молодые команды и бойцы пробуют свои силы. Однако, возможно, из-за того, что уже в следующие выходные проходило другое, более знаковое мероприятие «Битва на Неве», где, среди прочего, была номинация 5 на 5, организаторы решили не проводить одинаковые турниры в соседние уикенды, а попробовать что-то новое. В итоге в этом году Кубок Александра Невского был целиком отдан для другой, пока менее популярной номинации – бои 12 на 12. В турнире принимало участие 6 команд. Команды клуба «Берн» и 5 сборных федеральных округов. Северо-западный федеральный округ, Центральный, Приволжский, Уральский и Южный федеральные округа. Федеральный округ – это административно-территориальная единица деления России высшего звена, объединяющая соседствующие регионы. Я поясняю в первую очередь для зрителей не из России. Система формирования сборных по федеральным округам была применена впервые. Сделано это было для того, чтобы бойцы, чей клуб или команда по какой-то причине не могли принять участие в турнире, имели возможность проявить себя. Подробнее я рассказываю об этом в ролике, посвященном принципам формирования сборной России. С результатами турнира и статистикой вы можете ознакомиться на ресурсах Бугурт-лиги, а записи всех боев, как всегда, есть на канале Юрия Спиридонова, ссылки будут в описании. Однако сегодня я хотел поговорить не о самом турнире, он лишь послужил катализатором для ролика, который вы сейчас смотрите. Сегодня давайте поговорим о самой номинации 12 на 12, об ее особенностях и будущем. Начну с того, что лично мне 12 на 12 очень нравится. Я все больше и больше становлюсь ее фанатом, мне эта дисциплина кажется идеально сбалансированной. Здесь есть все, за что мы любим АСБ, но она лишена многих минусов, которые, скажем, есть в пятерках. Чем же двенашки отличаются от пятерок? Ну, ответ на поверхности – количеством. Но если серьезно, увеличьте количество бойцов в каждой команде в 2,5 раза, и происходящее на ресталище обретет совершенно другой вид, заиграет новыми красками. 12 человек – это уже какой-никакой строй, и значит к этой дисциплине применимы все принципы строевого боя. Здесь есть все фазы строевого боя. Позиционная война, разведка, подготовка, прорыв и добивание. Эти фазы и названия им придуманы мною только что. Но если вы отсмотрите большое количество боев, наверное, вы согласитесь, что по итогу весь бой сводится к этим 5 шагам. Так вот, при просмотре всех боев турнира бросается в глаза, что в двенашках все эти стадии есть. А те случаи, когда какая-то стадия бойцами игнорируется или они ее проскакивают очень быстро, она скорее подтверждает правило. На канале Бугурт-лиги есть видео, где мы с Артемом Васильевым и Дмитрием Кунченко пытаемся анализировать происходящее на ресталище, ссылка будет в описании и вот здесь. Несмотря на то, что на поле одновременно 24 бойца, я все равно считаю, что эту номинацию зрителю неподготовленному смотреть проще. Как мы знаем, бои 5 на 5 часто скатываются в 5 противостояний, которые к тому же могут быть еще и разбросаны по разным участкам ресталища. Ну, точнее, по разным участкам борта. Зритель в итоге не знает, на чем сфокусироваться, и глаз его мечется в надежде не упустить зрелищный удар или бросок. У опытного зрителя такой шанс есть. Ввиду высокой насмотренности и, главное, знания ярких персонажей, он может предположить, в какой части ресталища вероятность красивого фрага выше. А вот неопытный зритель такими знаниями не обладает. В итоге у него в глазах даже не двоится, а пятерится. Не знаю, так по-русски можно сказать? Нет, но вы меня поняли. И зритель уходит с турнира с головной болью и полным непониманием происходящего. Но в двенашках эта проблема, если не отсутствует полностью, то она сильно минимизирована. Количество противников пересекло ту линию, до которой можно было позволить себе сойтись с бойцом из другой команды 1 на 1, где-нибудь поближе к ресталищу, в надежде, что его партнеры тоже будут заняты. Но когда в команде противника 12 человек, а ты решаешь навязать поединок одному из них, 3-4 его друга с алебардами быстро поставят тебе мозг на место. В итоге все 24 участника сконцентрированы в одном месте, и вам нужно фокусироваться не на 5 парах человечков, разбросанных по разным участкам ресталища, а на 2 боевых пятнах. А если научиться понимать, какая сейчас фаза боя, станет еще проще. Ведь чтобы бой продвинулся от одной фазы к другой, конкретные люди должны выполнить конкретные действия. И зритель, понимая, какая сейчас фаза боя, знает, куда нужно смотреть, чтобы не упустить развитие сюжета. Наверное, как-нибудь запишу ролик, гайд на тему, как смотреть ЕСБ, чтобы не пропустить ничего интересного. Ну, сразу после того, как сам пойму. Итак, мы подобрались к тому, что в отличие от пятерок, в двенашках куда больше выражены командные роли. Это не 5 универсалов, это 12 узкоспециалистов, и работа есть для всех. И для крупных бортовиков, они определяют линию фронта, являясь ее крайними точками, и для легких забегающих, которые прорываются в вражеский строй, либо выступают преградой для коллег из той команды. И, конечно, для алебардистов. Именно они изнуряют строй противника, разряжают его, создают бреши для легковесов
и снимают врагов с бортовиков. Вообще, алибарды в 12 на 12, да и вообще в любой массовой номинации чрезвычайно важны. Если вы внимательно и даже невнимательно отсмотрите бои с Кубка Александра Невского, вы увидите, команды, которые испытывали недостаток алибард, им приходилось непросто. И вот всем этим 12 узким специалистам нужно работать очень слаженно, чтобы достичь успеха. И наблюдать за этим, мне кажется, очень интересно. Это о том, почему эта номинация имеет потенциал в будущем стать очень популярной у зрителя. Возможно, даже популярнее, чем пятерки. Почему я в последнее время много говорю про зрелищность? Да потому что незрелищный спорт не интересен никому, кроме участников. Зрители, они нужны. Без них поддерживать жизнь в молодом зарождающемся спорте очень тяжело. Бойцам эта дисциплина тоже должна быть интересной. Здесь есть место любому. При таких масштабах массогабаритные характеристики уходят на второй план. Ну что, легковесы бегуны, нам здесь есть работа. Главной проблемой для развития этой номинации очевидным образом является размер команды. С одной стороны, 12 человек – это всего на четверо больше, чем команда 5 на 5. Если кто-то не в курсе, то турнирный состав команд 5 на 5 – 8 человек. С другой стороны, для того, чтобы пройти весь турнир 12 на 12, не растеряв силы, сохранив боеспособность, нужен состав 18-20 человек. А вы знаете много клубов, команд, способных выставить такой состав? В том-то и дело. Именно этот фактор и ограничивал развитие номинации всю дорогу. Вообще-то впервые такой формат попробовали аж в 2012 году на фестивале «Мирский замок» в Беларуси. Тогда это назвали «битвой дворов», типа дрались двор на двор, вы поняли. И вот с тех пор то там, то здесь периодически такие бои проводили. Но никогда не было полноценного турнира, не собиралось достаточное количество команд. И поэтому двенашки воспринимались скорее как экспериментальная номинация, да и по сути они ей и были. Скажем, пробовали разную численность составов. До того, как пришли к цифре 12, пробовали сражаться десятками. Или пробовали бои в условиях сложного ландшафта. На битве на Неве то огромные ростовые щиты-мантилеты расставляли по полю, то внутри ресталища строили коридоры смерти. Серьезно за эту номинацию взялись, похоже, только в прошлом, в 2019 году. На битве нацию празднили 21 на 21, и вместо нее появились двенашки и тридцатки. На Динамо, опять же, впервые провели турнир двенашек. А в этом году за эту номинацию взялась и Бугурт-лига. Точнее, они анонсировали это еще в прошлом году, но 2020 год особенный, и только сейчас получилось провести первый турнир двенашек. Кстати, вот интересно, если все-таки на 12 войдут в Бугурт-лигу, финал регулярного чемпионата будет проходить там же, в Монако, на Бугурт-прайме, или будет какое-то другое мероприятие? Проблему набора команд решили за счет формирования сборных. В российской действительности это стали сборные федеральных округов. За границей, я думаю, это будут альянсы межклубные, межкомандные. Мне кажется, что это очень хорошее решение, но только для нынешней стадии. Просто это необходимо для того, чтобы зрители, а главное бойцы, смогли распробовать новый формат. Надеюсь, что в обозримом будущем регламенты двенашек будут унифицированы с регламентом пятерок и отличаться будут только количеством бойцов. Потому что нынешняя система подсчета очков – это что-то из высшей математики. Вы вообще их видели? Там нужно что-то на что-то умножить, что-то учесть, что-то принять во внимание. Там сам черт ногу сломит. Но этот дискомфорт – явление вынужденное и временное, я надеюсь. И закончится тогда, когда команды будут в состоянии выставить полноценные составы без привлечения легионеров. Что касается идеи сборных федеральных округов. Мне она показалась классной, если держать в голове, что это механизм отсмотра кадров для сборной. Почему бы тогда не сформировать таким же образом тридцатки? Глядишь, у нас бы тогда к следующей битве нации было бы две полноценные, равно тренированные хоругви. Почему бы и нет? Вообще напишите в комментариях, как вам сама идея сборных федеральных округов. Было бы очень интересно почитать мнение ребят, которые участвовали в Кубке Александра Невского и сражались в одной из таких команд. Скажите, насколько чувствовался фактор несыгранности в боях против таких же команд? Против Берна понятно, там все друг друга знают, сражаются давно и имеют некоторое преимущество. А вот чувствовался ли этот фактор несыгранности в боях против таких же альянсов? На этом все, ставьте лайк. Хотя нет, погодите. Вот вам еще один вопрос на пообсуждать и подумать. Думаете ли вы, что в будущем двенашки могут стать более популярными, чем пятерки? Мой основной аргумент «за» – при большей зрелищности, двенашки интуитивно понятнее неподготовленному зрителю. Мой аргумент «против» – собрать 18-20 человек все-таки гораздо сложнее, чем 7-8, и поэтому эта номинация никогда не будет действительно популярной ввиду немногочисленности команд. А ваше мнение? Вот теперь все. До новых встреч, друзья. Спасибо, пока. А лайк все-таки поставьте, и колокольчик, и подпишитесь.